Всем привет! Меня зовут Кузнецов Артем. Я работаю доцентом кафедры радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ КАИ и также являюсь сертифицированным экспертом WorldSkills по компетенции информационные кабельные сети. Сейчас для зрителей канала Skills Battles я проведу небольшую экскурсию по нашим научно-исследовательским лабораториям. Итак, первая из них – это лаборатория волоконно-оптических технологий. Все вы знаете, что оптическое волокно используется для передачи информации на большие расстояния, на больших скоростях. Мы же их используем как чувствительные элементы датчиков и строим измерительные сети на их основе. Преимущество оптических датчиков, равно как и преимущество оптических линий связи по сравнению с медножильными, это невосприимчивость к электрическим и магнитным полям, высокая помехозащищенность, малый размер и вес оптического кабеля, высокая чувствительность датчиков и возможность объединения большого количества датчиков в группы. Для того, чтобы волокно стало чувствительным, нам необходимо в нем сформировать специальную структуру, волоконную бреговскую решетку. Для этого используется мощный лазер и специальные схемы записи. Лазер состоит из блока вакуумного насоса и насоса охлаждения, баллона с рабочим газом, аргоном и блока драйвера лазера с платами управления. В чистой комнате расположен сам лазер и оптический стол с размещенным на ним схемами записи. Мощность этого лазера около 10 Вт, и этого достаточно для того, чтобы прожечь лист бумаги или зажечь спичку. Наблюдаемое вами излучение сине-зеленого цвета в специальном кристалле преобразуется в ультрафиолетовое, и уже оно используется для записи решеток. Решетки записываются в стандартных телекоммуникационных волокнах, а для того, чтобы они стали фоточувствительными, их выдерживают в сосуде с газообразным водородом под давлением 100 атмосфер в течение недели. И сейчас оператор станции записи, аспирант нашей кафедры и победитель первого межвузовского чемпионата WorldSkills Костя Липатников продемонстрирует процесс записи. Так, оператор берет фоточувствительное волокно, зачищает область, где будет записана решетка. Далее обезжиривает ее с помощью изопропилового спирта. Закрепляет волокно в схеме записи. И далее производится юстировка. На экране видно, как ультрафиолетовое излучение рассеивается на волокне и дифрагирует. Процесс записи контролируется с использованием анализатора оптического спектра, на котором мы видим отраженное от решетки излучение. Когда решетка набирает необходимый коэффициент отражения, запись прекращают, и чувствительный элемент датчика готов. Сейчас мы продемонстрируем, как работает датчик. Бреговская решетка напоминает обычную дифракционную решетку, которую вы изучали в школе. Ее периодическая структура формирует отклик в виде отраженного излучения на определенной длине волны. Если мы начнем на эту решетку воздействовать, например, растягивать или нагревать, то положение спектра будет меняться прямо пропорционально силе натяжения или температуре. При сжатии и охлаждении будет наблюдаться обратный процесс. И все, что нам нужно сделать, так это соотнести сдвиг длины волны с величиной воздействия, то есть провести калибровку. На основе этого механизма строятся датчики температуры, давления, деформации, вибрации, перемещений и так далее. Сейчас мы находимся с вами во второй лаборатории, где мы производим сборку и калибровку изготовленных нами датчиков. Эта лаборатория реализуется совместно с НПК Сенсорика, резидентом Сколково. Для калибровки датчиков у нас используется специализированное метрологическое оборудование, а именно прецизионный термостат с набором эталонных термометров и задатчик давления с эталонным манометром. Сама калибровка производится автоматически с использованием разработанного нами программного обеспечения. Сейчас вы наблюдаете, как наш инженер Каримов Камиль производит отладку этого программного обеспечения. Для приема и обработки сигналов с оптических датчиков существуют готовые приборы, интеррогаторы, преимущества зарубежного производства. Сейчас же мы разработали и изготовили опытный образец своего прибора, который проходит литерные испытания и готовится уже к серийному производству. Сами измерительные сети на основе волоконно-оптических датчиков строятся по аналогии пассивных оптических сетей PON, где в качестве линейных терминалов выступают сами датчики, а сетевым терминалом выступает интеррогатор. Использование существующей архитектуры PON-сетей, например, на объектах энергетики или в системах управления технологическими процессами, позволяет организовать сенсорную сеть, не мешая передаче информации.
и с минимальными трудозатратами на монтажные работы. Волоконно-оптические измерения сейчас находятся на острие развития науки и техники, широко применяются в энергетике, нефти и газодобыче, геологоразведке, авиации и так далее. И наша задача и наш вклад в развитие этих технологий будущего – это воспитание будущих специалистов, инженеров, механиков, метрологов, программистов, которые обладают высокими знаниями и практическими навыками. И здесь, как нельзя кстати, будет опыт нашей национальной сборной, которая выбрала в себе все передовые практики со всех ведущих специалистов отрасли. На этом наша краткая экскурсия заканчивается. Буду рад ответить на ваши вопросы. До новых встреч!